Итак, коротенько, о чем сегодняшний выпуск. Доля КамАЗа на российском рынке грузовиков упала ниже 30%, а китайцев выросла выше 60%. Kenworth в честь своего 100-летнего юбилея выпускает 2 лимитированные серии грузовиков. А топовый китайский тягач Citrac C9H стал самым мощным в Евразии, получив 800-сильный мотор Weichai, опередив по этому параметру грузовики Scania. И новый ПАЗ, друзья, принципиально новая модель автобуса пошла в серию и уже появилась на дорогах. Об этих и других новостях подробнее прямо сейчас на Trax TV. Всем привет! Let's go! Доля китайских грузовиков в общем объеме продаж в России уже который месяц к ряду превышает 50%, а за последнюю неделю февраля и вовсе перешагнула отметку в 60%, сообщает аналитическое агентство Автостат. На секундочку, друзья, только задумайтесь, если еще год-полтора назад китайцев рассматривали разве что только в строительном сегменте, и в частности в сегменте самосвалов, потому что это дешево, это просто по конструкции, это с запасом прочности, то сейчас самый продаваемый китайский грузовик — это сидельный магистральный тягач. И это на фоне того, что с 1 января 2023 года был увеличен утилизационный сбор на многие виды коммерческой и спецтехники. Например, на грузовики полной массой от 20 до 50 тонн утильсбор вырос более чем на 30%, а на прицепы и полуприцепы и вовсе более чем в 6 раз. Издание «Автотрак» транслирует мнение участников рынка перевозок, которые, мягко говоря, слегка озадачены этой ситуацией. В частности, замдиректор ПЭК Вадим Филатов на примере китайского прицепа приводит следующие цифры. В прошлом году такой прицеп со всеми налогами и пошлинами стоил 1,5 миллиона рублей. Теперь он стоит 2 миллиона 60 тысяч рублей. При закупочной стоимости всего в 1 миллион 200 тысяч рублей. При этом Минпромторг связывает увеличение утильсбора с защитой отечественного производителя. И, кстати, об отечественном производителе. В продаже появились КамАЗы серии К3 с улучшенными характеристиками. Да-да, прям так на сайте завода написано «с улучшенными характеристиками». И что же это, друзья, значит? Это значит буквально следующее. Появился новый бампер. Новый металлический бампер, трехсекционный. Появилась новая торпеда в стиле а-ля Mercedes Actros. Появилась новая приборная доска, изменились обшивки дверей, и в базовой комплектации, друзья, теперь будет кондиционер и дневные ходовые огни. Ну а по агрегатной базе двигатель 390 лошадиных сил, двигатель называется КамАЗ 689. Я так понимаю, что это Cummins ASL. Двигатель отвечает технологическим нормам Евро-5 с впрыском мочевины. КПП 16-ступенчатая КамАЗ, хотя я так предполагаю, что это все-таки коробка передач ZF. Мосты Ханде 16-тонные и 9-тонная балка, вроде как КамАЗовская. Ну и что такое серия К3? Это относительно недавно введенная классификация на КамАЗе. Значит, К3 это грузовики со старой кабиной образца 76 года. Ну да, немножечко там фары переползли на бампер, крыша стала повыше, но в целом это все та же кабина 70-х годов прошлого столетия. Значит, серия К4 это грузовики с кабиной от Mercedes Axor, то есть это КамАЗ 5490 и его производные. Ну а серия К5 это флагманские грузовики с кабинами от Mercedes Actros. Ну и вот такой КамАЗ серии К3 с улучшенными характеристиками в продаже на Автору дилерами выставлен в районе 6 миллионов 750 тысяч рублей, что примерно 400-500 тысяч рублей дороже, чем простой КамАЗ 6520 со старым интерьером и вот прям с КамАЗовским мотором V8 который. Ну, а я хочу поделиться хорошей новостью для всех, кто в данный момент задумывается о покупке или продаже автомобиля. На Автору появились баллы Яндекс.Плюс, а это значит, что пользоваться всеми услугами Автору стало еще выгоднее. Это касается отчетов Автору, которые помогают проверить автомобиль перед покупкой, и услуг по продвижению объявлений, которые созданы, чтобы ускорить процесс продажи автомобиля. Если баллы уже есть, ими можно оплатить до 99% стоимости услуг Автору, а если баллов еще нет, то их можно копить. За покупку услуг Автору вернет 5% бонусами Яндекс.Плюса. Баллами можно расплатиться как на Автору, так и в других сервисах Яндекса. Оплатить плюсом можно поездки в такси, еду в Яндекс.Лавке, билеты в Яндекс.Путешествиях и многое другое. Подробности по ссылке в описании. А мы переходим к следующим новостям. К новостям из-за океана.
компания Kenworth. Kenworth делает, пожалуй, самые топовые грузовики в Северной Америке, празднует свой вековой юбилей. И в честь этого события две модели, это классический W900 и более современный T680, будут выпущены в лимитированной версии. Эти грузовики вот в этой самой лимитированной версии будут выпускаться в течение всего 2023 года и будут отличаться от своих обычных собратьев, пожалуй, лишь какими-то эстетическими элементами. В части опций это будут, естественно, хорошо упакованные грузовики, но отличаться они будут, это, во-первых, окраской, это будут шильдики с напоминанием о том, что компания Kenworth в 2023 году исполнилось 100 лет, и в интерьере, конечно же, будут более заметные изменения, это будут плашечки на порогах, это будет торпеда с другими материалами отделки, это будут вышивки на сиденьях и на спальной полке. В общем, друзья, я думаю, эти машины уже, если не раскуплены, то будут уже забронированы и выкуплены фанатами этой марки в ближайшее время. И возвращаемся в Россию, потому что там случилось действительно эпохальное, для российского автопрома, конечно же, событие. Там появился новый автобус. И это PAS CityMax 9. Это абсолютно новое семейство автобусов. Будет, значит, вот этот CityMax 9 средний по длине, будет покороче и будет подлиннее еще машина. И да, кстати, многие в комментариях, когда мы предыдущие ролики делали о пазиках, спрашивали, что делает эмблема с оленем на облицовке пазиков. Да, друзья, ПАЗ, автобусный завод, принадлежит группе ГАЗ, и поэтому на нем вот появился, собственно, олень. Так вот, этот автобус, который мы снимали еще 1,5 года назад на выставке, пошел таки в серийное производство, и первые машины уже колесят по маршрутам некоторых городов. Более подробный обзор об этой машине вы можете посмотреть, перейдя вот по этой ссылке. Но я кратенько все-таки здесь обрисую, кому лень смотреть полный видос, что же это за автобус такой. В отличие от Москвы и Петербурга, перевозчики подавляющего большинства остальных городов России не могут себе позволить настоящие низкопольные автобусы, и поэтому ПАЗ сделал вот такой суррогат низкопольника, заменив дорогущий задний портальный мост и переднюю независимую подвеску на обычные. То есть спереди у PAS CityMax 9 идет балка а-ля Газон Next 10-тонная, только вместо рессорной подвески идет пневматическая, а сзади установили простой гипоидный мост Ханде. И вы спросите, а как же он на обычных мостах стал низкопольным? Ну, ответ здесь прост. Во-первых, он не низкопольный, а полунизкопольный, потому что задняя часть имеет все-таки серьезное возвышение и высокие ступеньки. А большую низкопольную накопительную площадку им удалось сделать за счет того, что рулевую ось они выдвинули максимально далеко в передний свест. И именно поэтому у автобуса длиной 9,7 метра такая чудовищная колесная база. 5 метров 80 сантиметров. Точно такая же колесная база у гигантского 12-метрового автобуса МАЗ-203. Ну а в части других агрегатов здесь все тоже максимально просто, дешево и привычно. Никаких вам вертикальных моторов, угловых редукторов. В общем, всего того, что максимально удорожает именно настоящие низкопольные автобусы. Здесь прямо по центру кормы расположен привычный уже двигатель EMZ 534, либо в дизельной, либо в газовой версии. Этот двигатель сагрегатирован с автоматической шестиступенчатой коробкой передач производства ГАЗ. В глаза не видел ни разу эту коробку, не знаю, как она ездит, но тем не менее факт остается фактом. И, собственно, карданчиком это все упирается в китайский мост Ханде. Тормозная система пневматическая, тормозные механизмы дисковые на всех колесах. В отличие от машины, которая выставлялась на выставке в Москве, конечно же, никаких вам камер заднего вида, никаких планшетов вместо зеркал. Здесь все по стариночке, аналоговые обычные зеркала. Приборная доска тоже, если на выставке она была в виде жидкокристаллического экрана, то в реальности это обычные аналоговые приборы. Но, кстати, выглядят довольно неплохо. В общем, вот такой необычный автобус появился в модельной линейке ПАЗа, а мы переходим к следующим новостям.
И пока одни производители забавляются дизайном бамперов, а другие продолжают водородные и электрические темы. Так, немецкий MAN Truck & Bus в прошлом году запустил производство аккумуляторных батарей и, более того, поделился тем, как они будут производить электрические грузовики. Отдельного завода они строить не собираются, отдельную нитку конвейера запускать под электрички тоже не будут. Все грузовики на электротяге будут производиться на той же линии, что и обычные дизельные грузовики, поэтому переход будет плавным, не одноступенчатым, и постепенно будет увеличиваться в процентном соотношении производства электричек, а производство дизельных грузовиков будет постепенно снижаться. Итак, первым покупателем, или даже, наверное, правильнее сказать, партнером компании MAN будет немецкий Deutsche Bahn Schenker. Речь идет о закупке 100 электрических низкорамных сцепок, и первые грузовики будут базироваться в Мюнхене. Причем это не просто покупка грузовиков, это еще и покупка зарядной инфраструктуры и IT-решений, сопровождающих эксплуатацию электрогрузовиков. И здесь речь идет скорее не о том, чтобы извлечь какую-то коммерческую выгоду из эксплуатации конкретно этих 100 сцепок, причем как для компании MAN, так и для Шенкера, но в первую очередь это попытка максимально быстро обкатать технологию, чтобы в момент, когда электрогрузовики в коммерческом плане начнут замещать дизельные грузовики, компании уже были к этому готовы и имели конкурентное преимущество перед другими производителями и другими перевозчиками. А тем временем Volvo Trucks отгрузила транспортной компании DFDS 20 электрических тягачей Volvo FM Electric. Эти 20 грузовиков первые из партии 125 электричек, которые будут поставлены этой компании, и эксплуатироваться они будут в Швеции, будут доставлять грузы на завод Volvo Trucks в Гетеборге и грузы из него. А вообще с 2019 года Volvo Trucks продала более 4300 электрических грузовиков в более чем 30 стран мира. И, кстати, в 2022 году Россия могла стать одной из этих стран, где Volvo реализовала бы электрички. А тем временем, друзья, на евразийском континенте появился новый лидер в дисциплине самый мощный серийный магистральный тягач. Им стал Citrac C9H. Двигатель этого грузовика развивает 800 лошадиных сил. Напомню, что предыдущим лидером была Scania. Ее грузовики с мотором V8 в максимальной версии развивали 770 лошадиных сил. А до этого, до Scania, долгое время, многие годы лидером была тоже шведская компания, это Volvo, с ее рядным 6-цилиндровым 16-литровым мотором, который выдавал 750 лошадиных сил. И вот вам новый рекордсмен Citrac C9H. Топовая версия этого тягача теперь оснащается еще и вот этим 800-сильным силовым агрегатом. Это двигатель Weichai WP17T. Не путайте с просто 17-м мотором, потому что 17-й мотор — это V-образный 8-горшковый мотор. А мы сейчас говорим о новом абсолютно двигателе Weichai. Это рядный 6-цилиндровый мотор, 4 клапана на цилиндр. Это сплошная цельная головка блока цилиндров, топливная система Common Rail. Он оснащен турбиной. В части экологии это EGR, это мочевинная нейтрализация, это, естественно, катализатор и сажевый фильтр. Мотор отвечает экологическим нормам Евро-6 со всеми вот этими примочками. Ну, этот двигатель самый топовый. Базовые версии, конечно же, по-прежнему оснащаются мановскими моторами, лицензионными мановскими моторами. Что касается коробки передач, то на этом топовом исполнении Citrac устанавливается роботизированная 16-ступенчатая китайская коробка передач. Мосты здесь идут мановские. Вообще, конечно, этот двигатель дебютировал сначала на других китайских производителях, но дело в том, что Weichai Power, который производит непосредственно двигатели для дорожной техники, эта компания принадлежит Sinotruk, то есть Citrac получил свой же мотор. А вообще изначально этот двигатель WP17T предназначался для строительной техники, и вот теперь его адаптировали для грузовиков. Ну, естественно, топовая версия, она же топовая не только потому, что самый мощный мотор, а еще и потому, что соответствует этому двигателю и комплектация. Конечно же,
Это флагманский тягач, и у него есть версия с самой высокой мановской кабиной. Это версия XXL. Напомню, что для более младшей C7H предлагается только средняя крыша. И, конечно же, они отличаются. C7H имеет хромированные элементы в оформлении экстерьера, то у флагманского грузовика C9H вот эти блестяшки идут золотые, что подчеркивает, что это прям вот самый топ, лакшери и так далее. Интерьер здесь полностью другой и отличается от младшей серии. Ну, во-первых, здесь торпеда выполнена в стиле Mercedes Actros, и это очень удивительно. Дело в том, что Sinotruk, который производит грузовики Hovo и Citrac, на четверть принадлежит немецкому MAN. И очень странно видеть торпеда а-ля Mercedes Actros в грузовике, который, собственно, лицензионная копия грузовика MAN. Очень необычно, но смотрится довольно неплохо. Вместо обычных аналоговых приборов водителю доступен жидкокристаллический дисплей, а на второй дисплей выводится управление печкой, управление аудиосистемой, в общем, вторичными функциями. Ну а в остальном это, конечно же, топовое кресло с максимальным набором регулировок. Это божественный мановский спальник. Варианты могут быть как с двумя спальными полками, так с одной спальной полкой. В общем, перечислять все опции нет никакого смысла, потому что они аналогичны тем, что предлагают европейские производители на свои грузовики. И, конечно же, все, что мог, Sinotruk запихал в этот свой топовый флагманский тягач C9H. Ну а на этом все, друзья. Постарался сделать для вас максимально сжатый, коротенький и неутомительный новостной выпуск. Пишите в комментариях, что вы думаете о грузовиках и автобусах из этого обзора. На этом все. Традиционно дизлайк, отписка. А пока всем пока.